Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что произойдет со дня на день, и я в нашем видео не ограничиваю сроки, потому что кто-то пишет из вас, я ориентируюсь на ваши комментарии, а это у меня уже случилось. У кого-то наоборот, растягивается по времени решение вопроса. А у кого-то вообще ничего не совпадает. Но будем поэтому благоразумными реалистами и рассмотреть, с одной стороны, как альтернативный вариант стоит, но чтобы правильно воспринимать наш таро-прогноз или пасьянс, переложите значения, которые вам выпадут, на те дела или темы, которые вас сейчас беспокоят, волнуют, стоят на повестке каждого дня. Итак, что для козерогов? Со дня на день в ближайшие дни. Какие события вас ожидают? Сразу совпадает лицо, ну или цыганка нам изображена. На самом деле не цыганка. Прописано лицо. Имеется в виду тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Это может быть кто угодно. Это может быть и прохожий какой-то, да, и может быть какие-то контакты такие. Может быть, и вы услышите какую-то новость от такого человека. Может быть, и сосед или коллега по работе, да, у кого-то чиновник. Пойдем дальше. Может быть, и знакомство недавнее, к примеру, да. А у вас еще совпадает кубок. Гости. Либо вы в гости, либо к вам гости. Или какая-то персона, которую вы недостаточно хорошо знаете, может быть вхожа в ваш дом по разным причинам. Я надеюсь, что для большинства из вас, особенно для тех людей, кто сейчас один или одна, это новое знакомство. И, может быть, вот эти контакты, которые продолжаются, расширяются, вы узнаете друг друга ближе, подробнее. Понимание, может быть, друг друга приходит на другом уровне. Но будьте бдительны все же, надо сказать так. Вот смотрите, может быть и так случится, что тот человек, с которым вы познакомились недавно, выпадает кольцо, прочный союз. И вы можете отправиться в гости. У кого-то, правда, личная жизнь. Ну или решение каких-то иных вопросов. Давайте разложим наш пасьянс до конца. Семейный очаг, дела домашние. Может быть, и вы дома в ближайшие дни. У кого-то отпуск, пытается поймать последние теплые деньки. Или какие-то дела, которые вы обустройством дома занимаетесь, это точно. Но помимо решения домашних вопросов или, может быть, место пребывания, где вы намереваетесь пребывать, выпадает еще и солнце. А у кого-то, может быть, недавнее знакомство. Это продолжение какое-то следует, мои дорогие. Когда вы и узнаете друг друга, может быть, и знакомите со своими родственниками, родителями. Меня смотрят разный возраст, поэтому переложите на себя. Но я тут вижу и ваши достижения. Все-таки Солнце – это достижение. Вообще это выбор правильного направления, и которым вы будете заниматься 6-8 месяцев. Вот вы тогда с чем-то определяетесь. Может быть, кто-то определяется с отношениями. Стоит продолжать эти отношения или нет. Но я тут не вижу пока выбора как такового, да. Но все же я допускаю, поскольку мы все разные. Или это какая-то еще иная задача, которая тоже связана с конкретным лицом или персонажем. Тоже вам нужно и прояснить, или для себя самих, может быть, сориентироваться. Есть смысл это продолжать или нет. И пока я с вами говорю, я смотрю, что мы можем еще с вами соединить. Те ряды, которые в крайних позициях, мы можем соединить именно и по горизонтали, и по вертикали. Что еще у козерогов совпадает? И вот я не вижу совпадений. Хочу посмотреть более внимательно. Ну, наверное, самое главное – путь к Солнцу, да? Это уже какие-то вопросы, нам это значение, да, ну, определяться это понятно, потому что это уже какая-то дистанция, я сказала, 6-8 месяцев. Но, возможно,
Еще и какие-то вопросы у вас как раз получится решить положительно. Все-таки солнце, мои дорогие. Что-то вас будет радовать. Вот я вижу так. Или вам будет нравиться чем-то заниматься. Ладно, давайте посмотрим, что нам подскажут карты Таро. Ваше настроение, мои дорогие, любимые козероги. Что там для козерогов? Так и хочется сказать, не бойтесь вдохновения. Может быть, радостное что-то пытается войти в вашу жизнь. Вот по настроению я никому не верю. Вот так. Вы можете не верить какому-то человеку. И я допускаю, что да, если для людей, ну, совсем мало знакомых, ну, может быть, и не надо быть вот открытой какой-то книгой, да, когда мы, душа, говорят, нараспашку, но в этом есть определенный, ну, риск, потому что не надо иногда проболтаться больше, чем следует. Быть все-таки внимательным стоит. У кого-то могут, мы все разные, проходить вопросы, которые решаются в суде. Я такое тоже могу сказать. И вы вынуждены себя защищать, как бы забрать свое. У кого-то может быть имущественные споры, да, такое тоже может быть. У кого-то может быть и в личной жизни, ну, были некоторые шероховатости, когда не все вас устраивало. Давайте посмотрим. Но сейчас нам о чем хотят сказать карты? Но все-таки есть какой-то рационализм, который он должен присутствовать. Вы должны оттолкнуться от какой-то правды, которая есть на самом деле в реальной жизни. Но при этом, может быть, не заявлять об этой правде. Все-таки королева мечей, не забываем, это у нас про образ Юдифии. Известно, что она отрезала. Да уж отрезала, так отрезала, поэтому вошла в историю. Но ведь она никому не говорила, куда она намеревается отправиться и что она собирается делать. И это ее буквально берегло. И уберегло, опять же. Поэтому и план удался. Поэтому молчание золота, мои дорогие. Мы с вами про настроение, а нам про аналитику и про интеллект. Поэтому есть, видимо, какая-то тема неоднозначная. И вот это недоверие, оно должно быть прояснено. Хорошо, так что ж за настроение? Может быть, это связано с конкретным человеком и любовью. А вы знаете, тут есть такой момент, ну, к примеру даже, да, недавнее знакомство или недавние люди. Карты, безусловно, говорят, требуют еще прояснения. Но это то прояснение, которое ты, козерог, не будешь, ну, как в какой-то конфликт или в какое-то собственное доказательство выкладывать. А это ты когда наблюдаешь. Все-таки именно наблюдаешь, делаешь выводы. Включите змеиный режим. Вот интересно, в нашем раскладе, я ведь до вас сделала уже достаточно знаков зодиака, и много таких позиций как раз говорю об этом змеином режиме. А мы знаем, змея, она у нас очень наблюдательна. Она наблюдает, анализирует, делает выводы и потом только действует. Вот есть какая-то точка, когда вы должны себе сказать «пора», но, может быть, не буквально быстро или нужно успеть додумать какую-то. Тут не сначала действия, а потом мысли, а вот как-то наоборот. Тут нельзя и упустить такую волшебную карту, как туз чаш. Но, может быть, еще и есть какие-то, или с вами кто-то не согласен. Тут ведь бывает и такой момент. А вам придется какой-то вопрос, ну, не с первого шага решить, а проделать какой-то путь. Но все-таки я вижу, что у вас, опять же, потенциал какой-то решить заданный вопрос, тему, проблему вы сможете. В конечном итоге вас что-то и вдохновляет, но и замечтаться-то мы ну никак не должны. Ладно, давайте мы достанем и раскроем такую позицию, что прояснится. Вот тут понятно, что даже требуется что-то прояснить. Так что у вас прояснится? Что прояснится у козерогов в ближайшие дни? А вот это то, что у нас выпадало, да, я говорила. И вопросы дома, жилища, места пребывания или планируемого, или переезда. Перекладывайте. То есть это вопросы именно какие-то домашние или ваши личные, а это наши достижения. Вот вам нужно сложить в единый узор и не промахнуться. Это карта праздник после победы. Но вот, видимо, не так однозначно. Может быть, вы и хотите, чтобы многие вопросы, знаете, они вот как-то сами по себе ровно, гладко решались. Тогда будьте готовы к тому, что и люди могут манипулировать, может быть, и какое-то противостояние. Но по жилью, к примеру, если есть вопрос, то вы его проясните.
Или это все-таки жезлы. Это наши, опять же, достижения, как по Солнцу. Поэтому и по достижениям какой-то прорыв может быть. Может быть, по работе. Или как вторичный доход, да? Или работа на дому, кстати. У кого-то тоже может быть. Кто-то рассматривает или делает первые шаги. Вот что прояснится. Тогда вы можете точно прояснить, чем вы будете заниматься. Или какой-то вопрос по вашим достижениям, откуда к вам будут приходить деньги в последующее время. Давайте смотрим, что же еще прояснится. Это праздник, ну правда. Тут у вас праздник после победы и карта любящего человека, принцесса чаш. Это может быть и просто как эмпатия, любовь, хорошее настроение. Но что-то сопровождает именно как приятные эмоции, гармония, мои дорогие. Или начало отношений, перевод отношений на новый уровень. А для тех, кто семейный, тут просто и хорошее настроение, и возможность сгладить острые углы, если таковые имеются. Увы, такое тоже часто бывает. Вот давайте теперь на личную жизнь мы узнаем, что нам расскажут карты, что там по части любовь и личная жизнь, что для вас, мои дорогие козероги, в ближайшие дни, какие энергии для начала, да? Работай, у тебя все получится. Вот интересно, рутинная карта, но очень хорошая на работу, на деньги. У кого-то и правда работа на дому. Либо вы будете искать, либо какие-то возможности. Или над отношениями тоже надо работать. И люди семейные со мной согласятся, что да, это труд, семейная жизнь, это там не вздохи при луне и не всегда бабочки в животе. Это забота, это конкретная поддержка, это или взаимо даже, да, поддержка. Вот такие моменты могут быть. Верхние карты, если мы вспоминаем. Вы можете такие аналогии проводить. Вот как я что совершил или совершила, и насколько готов откликнуться партнер. Вот именно по взаимодействию. Но тут все-таки нам показан человек, он сам изготавливает что-то. И вот по личной жизни я всегда говорю по этой карте, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Значит, терпение, настойчивость вам точно в чем-то помогает. Мы медленно, но верно идем к какому-то хорошему результату. И это будет касаться сразу двух значений. И дел домашних, или выбора правильного направления, или переезда, каких-то согласований по жилищу, может быть. Я такое допускаю. Так, и вообще по Солнцу. Ну, поиска работы даже может быть и так. Ладно, давайте мы спросим, так а что тогда по работе? Ваши достижения. Ну, какое-то решение вам придется принимать. Иначе, ну, лабиринт должен закончиться. Я говорю, обычно по тузу мечей выход из лабиринта. Это наше решение, решимость и первые шаги. Часто туз мечей, он тоже как будто отрезает все то, что было в прошлом. Может быть, и вам придется где-то переосмыслить, и вы сами от чего-то откажетесь. Это может быть по достижениям и какая-то новость. С чем это связано? Это будет связано либо действительно с новостью конкретного человека, который либо имеет на вас какое-то свое влияние, вес, или вы ему доверяете, вот этот харизматичный лидер, да, может быть, это и будет какое-то предложение, но тогда примите к сведению, что этот человек не будет делать что-то за вас, действовать придется вам самим. Может быть, это и ваша какая-то идея, и вот если это какая-то ваша задумка, это вы будете тогда харизматичным лидером, причем немножко в других энергиях, то тогда все-таки рассчитывайте сами на себя. Потому что то, как вы видите продолжение какого-то проекта, или пусть даже это по работе, новая работа, может быть, новый руководитель, от вас потребует другой взаимосвязи, как или других контактов, в других энергиях, по-другому договариваться, по-другому выстраивать диалоги. Туз мечей, тут все немножко в ином формате, нежели прежде. Будьте готовы, мои дорогие, на ваши достижения, себя перестроить. Хорошо, а что по деньгам? Что по финансам для козерогов? Колесо фортуны. А ведь и правда, смотрите, я сказала, одна из лучших карт колоде на деньги, на работу, может быть, и даже дела какие-то личные, ну вот, или семейные, будем говорить, или вашего личного счастья, они от капитала какого-то. Ну, может быть, вы дома хотите что-то улучшить, ну и понятно, что пригласить специалиста или что-то приобрести нужны финансы.
Но у вас еще и на прогресс по заработкам я вижу. Колесо фортуны сейчас на вашей стороне. Сама по себе фортуна, удача вам помогает. Но это от вас потребует совершенно какой-то другой перезагрузки. Я только что об этом говорила. Когда выпадает карта колеса фортуны, мы знаем, колесо круглое. И это значит, вы сейчас или колесо вашей судьбы, мои дорогие козероги, словно идет на подъем. Достигнет пика вот-вот, а потом неизбежно будет спад. Не теряя времени даром. И, может быть, придется совершить какие-то согласования, объездить, может быть, некоторые инстанции или обратиться у кого-то к юристу, чтобы разобраться, как в отношении вас работает закон. Кто-то ищет жилье, и, может быть, нужно будет посмотреть. Много разных вариантов, но вы найдете, значит, тогда что-то свое. Вам действительно фортуна помогает, это старший аркан. И даже если, ну, какие-то будут известия, новости в это время, или новые люди приходят в вашу жизнь, примите к сведению, это не происходит просто так или случайно. Здесь не случайные случайности могут быть. Поэтому вердикты точно пока нельзя выносить. Мы ведь по колесу фортуны пока не видим, во что это выльется или как разовьется. Но и отказаться мы не можем. А аккуратно провзаимодействовать вам с чем-то придется. Но для вас есть смысл как будто ради чего, потому что и праздник после победы, да и по восьмерке пентаклей Козерога работы абсолютно не напугаешь, вы люди настойчивые. Но я вижу, что для вас это выравнивается в какой-то более правильный формат, а может быть даже для кого-то судьбоносное знакомство, почему нет? Но это вы можете быть вот так немножко колючими, вы никому не верите, может быть ваша предыдущая история со знаком минус. И вы теперь никому не верю, никаких знакомых не хочу. И здесь может совершенно спонтанно начинаться даже дружба. Позвольте себе дружбу. Ну да, не говорим мы о том, что всеобщая какая-то расслабленность, доверие. Нет, но впустите, может быть, новых людей в вашу жизнь. Аккуратно, но пусть они войдут. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. Пусть у вас все будет хорошо. А я благодарю вас за вашу поддержку, за ваши волшебные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.